Слава Украине, при этом от Полонского. Ребята, по поводу переговоров, которые идут, таки пошли. Нет, таки пойдут в Стамбуле, потому что назывались очень разные цифры, очень разные даты, очень разное время. Короче говоря, сначала все выглядело следующим образом. Путин забил стрелку по понятиям, ну как у них любят в подворотне, да? Страна подворотня. И не пришел. Ну, то есть опустил себя ниже плинтуса. Ну, Путину не привыкать, это известный трус, известное трусло. И для него показать себя чмошником – это обычная ситуация. Он просто спрятался в бункере. При этом до этого он вызывал, как говорится, Зеленского чуть ли не на дуэль. Ну, а потом испугался. Ну, чмошник всегда пугается, тут ничего поделать нельзя. Вещь привычная, да. Вот, то есть не приехал, послал каких-то шлеперов, которые вообще ноунеймы, какой-то Мединский, остальных я даже фамилий не знаю, каких-то вообще не пойми, откуда они их выковырили, с какой помойки, зама какого-то. Короче, послали делегацию, которая ноунеймы, которые ничего не решают, ничего не знают, ничего не понимают. Вот, и правильно назвал их президент Украины Владимир Зеленский, назвал этих шлеперов просто бутафорской делегацией. Ну, действительно, это какая-то бутафория, имитация деятельности, имитация делегации. На самом деле пустопорожние какие-то персонажи, имен которых не знает никто, и, знаете, которые самостоятельно, единственное, на что могут повлиять, это самостоятельно сходить в туалет, да и то не факт. Все, больше ни на что они не влияют. Да, вчера переговоры так и не начались, но зато у наших были переговоры, я имею в виду с рашистами не начались, но вчера были очень важные переговоры у президентов Зеленского с Эрдоганом. Вот, говорили, кстати, по поводу как раз московского главаря Путина, его шайки и переговоров с ними. Вот, также были переговоры у Сибиги, Ермака, Умерова в Анталии с европейскими странами, с министрами иностранных дел европейских стран, которые там были. Это очень важные переговоры были. Вот. И потом все съехали в Стамбул. Зеленский в Стамбул не поехал, просто потому что там не с кем разговаривать. Еще раз говорю, это пустое место, то, что там. Вот. Но, тем не менее, украинская делегация туда прибыла во главе с Умеровым. Ну, посмотрим, как говорится, что и как будет в результате. На 10 утра сегодня говорили, что начнутся переговоры с рашистами, встреча с рашистами. Потом 10:45. Потом, сейчас уже говорят, в районе часу дня начнется эта встреча. Ну, начнется, по всей видимости, когда-нибудь. Когда-нибудь и где-нибудь, да? Да, но вот что интересно, что Рубио, госсекретарь США, прилетел в Турцию только сегодня. Еще интересный момент, что сегодня же туда прибыла американская делегация, но американцы тоже, они послали делегацию во главе тоже с ноунеймом. Значит, во главе с директором какого-то департамента, госдепартамента, да, то есть, ну, заводила послали, ну, вот скажем так, ну, чтобы вы понимали уровень, да, вот, потому что, ну, российская делегация такая, что она решать ничего не может, соответственно, послали делегацию, которая вот соответствует им приблизительно по уровню, чтобы тоже понимать. Поэтому, еще раз говорю, ждать каких-то там прорывов вряд ли стоит. Дальше. Отфоткаются они. Значит, как бы рассматривается следующий формат. Это Украина, Швабрастан, Турция и Соединенные Штаты Америки. В каком порядке все это будет происходить, очень сложно сказать, потому что сейчас, судя по всему, идут напряженные переговоры по поводу начала переговоров. То есть, ну, даже вот в этом нет никакого согласия. А какое согласие может быть с рашистами? Они же просто бандиты. Вот. Даже в этом согласия нет, но окей, хорошо, подождем, увидим. Интересно, вот очень, да, деталь есть очень такая интересная и... Ну, это же не... как ее понимать, я понимаю, в принципе. Смотрите, рашисты хотят, чтобы турецкие, а также американские посредники, которые там туда прибыли, не участвовали, внимание, не участвовали в непосредственно переговорах, а только провели отдельные переговоры с рашистами, отдельно, предварительно, и все, и удалились из зала, отфотографировались для прессы, и удалились из зала заседаний. Там останется только украинская делегация и делегация, соответственно, Швабрастана. Вот это интересно.
То есть рашисты не хотят, чтобы кто-то слышал, что они будут нести. Вот это и есть основное. То есть они хотят потом, понимаете, что потом? Они, естественно, будут наглеть, они, естественно, будут давить, они, естественно, будут быковать, что называется. Знаете, вот быкует, когда быдло быкует. Вот быкующее быдло, это на сегодняшний день есть это Россия. Вот. И они не хотят, чтобы это видели. То есть потом, после переговоров, естественно, Украина расскажет так, как это было. А они дадут свою фантастическую версию, лживую версию, с тем, чтобы сказать, нет, все было не так на переговорах, было вот так. Понимаете, да? То есть именно поэтому они не хотят никаких посредников. Потому что страна лжец, страна брехло, страна вор, она не хочет, чтобы все видели ее истинное лицо. Точнее, у нее не лицо, у нее хавальник, есть такое слово, хавальник. Касается полностью России, потому что она может только хавать и изрыгать что-то мерзкое абсолютно. Вот. И поэтому никто не хочет. Они хотят, чтобы все видели, что они хорошие. Да, они, значит, напишут в коммюнике, что мы предлагали это, а проклятые хохлы не согласились. Ну, вы знаете, это все бла-бла-бла, ко-ко-ко. То, что рашисты всегда брешут. Они, когда открывают рот, они уже брешут. Даже когда они молчат, они все равно брешут. То есть вы это прекрасно понимаете. Вот, поэтому, как тут будет сказать, сложно, будет ли это переговоры один на один, к чему они приведут, вот что самое главное. То, что рашисты будут брехать после того, что там произошло и как произошло, вы все это прекрасно понимаете, наплевать. Нам главное сейчас это остановить войну, понятное дело, чтобы у нас не рвались бомбы, снаряды и так далее. Посмотрим, друзья мои. Пока что какой-то другой информации по поводу этих переговоров нет. Единственное, что Трамп заявил вчера, что без его переговоров с Путиным вообще никакого не будет достижения мира и так далее, каких-то результатов. Я у Трампа хочу спросить. Ты буквально 2 дня назад даже говорил, что обязательно Украине туда надо ехать, потому что нам нужно увидеть истинное намерение России. Или она заключает перемирие, или мы ее даем санкции. В результате ты говоришь вообще непонятно что, говоришь, что без моих переговоров с Путиным, значит, ничего не будет, а моих переговоров с Путиным якобы и не планировалось. Это Трамп так говорит. Стоп, я не понял. А зачем ты тогда кричал, что Украина должна срочно ехать на эти переговоры? То есть, вообще, он мелет такое, что... Несколько дней был нормальный Трамп, да, который там вот говорил нормальные вещи и все, и все, и все. Но сейчас опять вернулся тот же Трамп, который был раньше, которого 47 пятниц на неделю, а сегодня одно, завтра другое, там третье, четвертое, а потом вообще поковырялся в носу, посмотрел вверх, там звездочки, ему что-то пятое привиделось, Альфа Центавры, бред какой-то несет и все. Дедушка несет бред. Тут, увы и ах, по-другому охарактеризовать лично я это все, что происходит, не могу. Но тем не менее, посмотрим сегодня переговоры. Вот. К чему они могут перевести? Ну, скорее всего, что между Россией и Украиной ни о чем. Вот. А между Россией и Штатами, ну, могут договориться о встрече Путина и Трампа. Вот. Ну, пока что это выглядит таким образом.